Akşamınız hayır. Salam aleykum. Axşamınız xeyir, aleykümselam. Hoş gəlibsiniz. Меня зовут Салих Ханкишиев. Mənim de adım Ziyafətdir. Зияфет Ханум. Очень приятно. Ничего страшного, что у вас руки в муке. Сейчас они и у меня в муке тоже будут, потому что я пришел научиться готовить бесподобную. Такую не готовят нигде, не имеющие аналогов. Ришта пахлава по-ганджински. Вы догадались, да? Мы в Гянже. В Гянже наступил прекрасный вечер. Что, это тесто перекладываю сюда, в межмаи? Да. В межмаи. Слушайте, какое поэтическое слово на азербайджанском языке обозначает вот эту большую медную сковородку. Да, она медная, она покрыта оловом в целях пищевой безопасности. Да. Перенесем тесто сюда? Да, сперва надо сюда масло. Намажем масло. Ага. А это какое масло, скажите, пожалуйста? Это сливочное масло. Ну, наверное, топленое. Да, топленое, да. Азербайджан масло. – это страна топленого масла. Здесь все готовится на топленом масле. Здесь это, пожалуй, что главный кулинарный жир. И уж кондитерские изделия, конечно. Ох, как густо! Вы посмотрите, ох, как щедро! Вот это да! Вот это добрая ханум у нас попалась. Одна ложка. Еще одну ложку. Да. Потом. Куда столько? Куда столько? Я люблю масло. Я очень люблю масло, но я на самом деле я удивляюсь количеству, которое израсходовано всего лишь навсего на первый слой теста. А сколько слоев теста всего будет у вас? Всего 3 слоя. Тесто 2 слоя. А ириште, вот, кто белый, Много, да? 3 слоя будет. Так, а что за тесто у вас? Это тесто, Тесто, да. выглядит с какими-то Сюда- странными такими Да, точками. Что это? Что здесь содержится в этом тесте? Вы мне не расскажете случайно? Да, расскажу сейчас. Посмотрите, В этом какое тесто тесто. есть, я для этого беру муку, так, 250 грамм масло сливочное, А муки сколько? 1 килограмм Так, хватит. всегда по умолчанию, если не называется количество муки, кулинары считают на 1 килограмм муки. Итак, 250 Да, граммов масла, сливочное масло, сливочное масло, Sonra? одно яйцо, одно. молоко и где-то сколько молока? примерно стакан, наверное, или чуть меньше, да? Вот это Ладно. всегда подбирать надо. Мука разная Да. бывает. Одна мука возьмет 200 Еще? грамм, другая мука 250 грамм возьмет Да. молока. Да, и Еще что? Я вижу там этот, какие-то точки такие, желтенькие, черненькие. Это вот что? Шафран. Нет, не шафран, этот Хиль. кардамон, хиль. Ага. Хиль. Да, вкусно было. Даже из миски. Запах. Очень приятно, Да. приятный запах. Итак, кардамон Сейчас. и что еще? И еще сметана, 2 столовые ложки. Подождите. Но я вижу, что здесь какие-то красненькие, коричневенькие Вот это точки. кардамон. Это кардамон такой? Да. В следующий раз надо вовремя приходить. А я пришел, когда здесь уже тесто замесили. Понимаете? Но здесь меня удивляет еще кое-что. Я вижу вот эту вот тончайшую сеточку. Она как-то очень похожа на ту сетку, из которой изготавливают шекинскую халву. Нет, это такая же сетка? Это что, из Щеки привезли? Нет, это местные люди. Местные люди, Го- они тоже делают готовят, да. из рисовой муки? Нет, из пшеницы. Из пшеничной муки. Да. Не пшеница, не муку, а пшеница замачивает. Где-то неделя это Стоит. стоит. пшеница. После этого внутри есть как это называется? Зернышко само, да. А зернышко içinde ne olur? Этот нишаста. Да, достают. Вдавливает отсюда, Ага. вдавливает. Потом она бывает немножко сулу, сулу, Влажная. жидкая бывает. Вот. Потом они делают саджда. Подождите, но сначала делают тесто, наверное, да? Да, тесто, вот это пшеница. Да, Из да. этой пшеницы делают тесто. Тесто. Надо ехать и смотреть. Так не пойдет. Я видел, как делают подобную сетку в Шики, в другом азербайджанском городе, тоже очень сладком, тоже очень вкусном. Там используется только рисовая мука. Из этой рисовой муки готовится жидкое-жидкое тесто. И дальше
берется особая кружка, у которой снизу 7 сосков тончайших. Эту кружку пальцем закрывают, наливают в нее вот это жидкое тесто. И дальше вот берут вот примерно такую сковороду, либо садж. И тесто Точно такой же. вот так вот сеткой наносят на горячий садж. Буквально минутку, тесто чуть подсохло, и его тоненькой палочкой снимают, откладывают в сторонку. Собирают 30-40 слоев для каждой пахлавы. Здесь точно так же делают. Сколько слов? Да, да. Но вот эта технология меня заинтересовала, что пшеницу килограмм. замачивают на неделю, и потом ее вышелушивают, достают вот это разбухшее ядрышко, и как из ядрышка, а не из муки. Как же сделать из него тесто, я пока что не знаю. Азербайджанская кухня преподносит сюрпризы и загадки. Но я вам обещаю, я раскрою все до одной. Меня же Сталик Хантишеев зовут. Я переведу. Сколько сахара вы взяли? 1,5 килограмм сахара, 2,5 килограмма ореха. И, То есть грецкий орех, да, точно так же, как классическая гянджинская пахлаве, Да. очищенное ядрышко, распаренное, очистили, все чистенько сделали. И 2,5 килограмма орехов смешали с 1,5 килограммами сахара. И сюда Еще? добавили, ну, наверное, сколько? 2 или 3 чайные ложки кардамона. Одна столовая ложка. 1 столовая ложка, я угадал. Одна столовая ложка. Sonra bunu 3 hissəyə bölürük. Так, делим на 3 части. Aha, 3 hissəyə Делим на 3 bölürük. части. 4 килограмма начинки. Всего лишь навсего 2 листа теста из килограмма Bir муки. hissəsini götürürük. Bu xəmirin üzərinə tökürük. Eyni bərabər də yayırıq. Yaydıktan sonra dediyimiz bu irişdəni 3 ədəd irişdə götürürük. 1, 2, 3. Bunu 4 yerə qatlayırıq. Və bu qozun üzərinə bax bu şəkildə yığırıq. Так, раз, два, три. 3 сеточки складываем Ага, конвертиком. На. Ага, по сегментам. Ага. По 90 градусов. Так. Bu Давайте я şəkildə тоже yığırıq. сделаю. Давайте. Давайте один раз сделаю. Мне что же надо учиться, слушайте. Ну а что правду надо сказать? Никто в утробе матери умным не становится. Каждый человек родился и чему-то учится у других людей. И, ну, кулинары учатся у других кулинаров, обмениваются опытом. Я такую пахлаву, может быть, и ел когда-то в детстве. Что-то похожее было. Только я не знаю, то была шекинская, которую я уже показывал на нашем канале, показывал. Вот так? Bu hissəsini belə Aga. qatlayırıq ki, plotno olsun. Sıx. То есть внахлёст, один за одним, да? Ну давайте вы сами. Я ел в детстве такую пахлаву. Детские воспоминания есть Ну, у меня, yalnız Gəncədə сохранились. hazırlayırlar. И сейчас я вижу впервые, как ее готовят. И мне очень интересно. А вам? Делитесь вашими впечатлениями, пишите комментарии, пожалуйста. Слушайте, как красиво получилось, как пух Снег. лежит, как оренбургский пуховый платок лежит. Прям одеяло, которым хочется укрыться. Конвертики. И теперь следующее что? Bunun üzərinə biz gülaf çiləməliyik. Yəni səpməliyik. Гуляп. Gülaf. Розовая вода. Вода. Без розовой воды, вот с ароматом реальной розы,
Да. В Азербайджане сладости не готовят. Я не удивлюсь, если и в мясо тоже гулят нальют. Ну покажите, сколько? Bizcə belə bir stakan bax gülaf götürürük. Bunu əlimizlə bax bu qaydada belə çilirik. То есть смачивают вот эту сеточку при помощи розовой воды. Розовой водой, то есть розовой Hem водой ароматlı olsun. смачивать вот эту крахмальную сеточку. Aha, həm aromatlı olsun, həm də biz bunu sonradan kəsirik də paxlava şəklində. Bizə o asan da olsun deyənə. Bax belə qılafla soyuruq. Sonra ikinci hissə biz Следующий слой начинки. Ага. А куда там уже полезть? Уже полная межмай у вас, полная сковородка. Куда еще вы насыпать можете? Üzərinə А тут ağır еще полный тяжесть тазик qoyacaq. начинки. Как все поместится? bunu da eyni qaydada. Неудивительно. В Шики готовят аналогичную сетку из рисовой муки. Здесь вот практически из пшеничного крахмала. То есть из пшеничного зерна за неделю разбухает крахмал, выходит он в воду. И, как выясняется, тесто там практически замешивать-то и не надо. Понимаете, получается очень густая жидкость. Густая жидкость, но можно еще искать по-другому. Жидкое тесто. И готовят абсолютно похожие сеточки. Абсолютно похожие по свойствам. Какая разница, рисовый крахмал, пшеничный крахмал. Почему там рисовый, почему здесь пшеничный? Это еще одна загадка, которую предстоит решить нам, кулинарам, исследующим азербайджанскую кухню. Зияфат Ханум, İşdirəm. я одну вещь не понимаю. А что, нельзя было сделать эти сетки такого размера, как этот межмаи? И прямо так вот положить? Naverlə bu qədər belə böyüklükdə saj hazırlamaq lazımdır. Ondan sonra bunu tökmək olar. Elə Можно də было olar. бы, да? Можно. Но tradиция такая. No, amma mecmayların ölçüləri fərqli olduğu üçün var 4 kiloluq mecmayı, var 2 kiloluq mecmayı, var 3 kiloluq mecmayı, var 5 kiloluq mecmayı. Sonra? Bunlar fərqli А у olduğu них üçün один тип, да? Вот Да. это изготавливают они. bir ölçüdə sajları var. Ona görə də bu ölçüdə hazırlayırlar. Mən bilmirəm, mən То есть этим anamdan способом регулируется. Можно сделать на сковородку любого размера. Хочешь, можно сделать вот на такую небольшую сковородку. Там, хочешь, можно сделать вот. Ай. Это прямо свадебная сковородка. На свадьбу заказывают у вас для свадьбы такие? Заказывают пахлаву? Da. Еще куда? В каких случаях вообще пахлаву дают в Азербайджане? Paxlava ən çox Mart bayramı, Novruz bayramında bizdə bişirilir. Ну, это понятно. А еще? Aha. А семейные Novruz праздники какие? Semeyni yox. Demək olar ki, əvvəllər bişmirdi, amma indi hər praznikdə paxlava bişir. Əvvəllər yalnız biz Novruz bayramlarında paxlava bişirik. Novruz bayramında Скажите, daha dadlı пожалуйста. olur. Я вот с аппетитом смотрю на оставшееся масло. Это оставшееся масло еще пойдет сюда? Da, paydos. А сколько масла мы всего взяли? Kilogram masla. 1 килограмм топленого Топленое масла. масло, да. 1 килограмм. Итак, вы видели, как собрался первый слой. Вот после первого слоя был слой орехов. После слоя орехов был еще слой сетки. А теперь уже третий слой сетки. И каждый слой сетки проливался розовой водой. Сейчас здесь, просто цветником пахнет. Розами пахнет, как будто я в розовом саду нахожусь. Но мне теперь интересно, как же сложится эта пахлава. Она пушистая, такая лохматая, но я не представляю себе, как это будет выпекаться. Я не представляю себе, чем будет скрепляться эта сетка. Скажите, пожалуйста, а вот эта гвоздика когда Да. пойдет? Klasik axırda kəsdikdən sonra paxlavanı romb şəklində kəsdikdən sonra həmin o qərənfilləri rombun ortasına belə taxacağıq. Ах, вот оно в чем дело. Поясняю. Если какое-то изделие не нарезано в виде ромбиков, его нельзя называть пахлавой. Пахлава – это многослойный пирог, который нарезан в виде ромбиков. Так вот, здесь в центр каждого ромбика пойдет по одному бутончику гвоздики. В азербайджанском языке цветок называется
Гаранфиль, а вот уже вот такой бутончик сухой гвоздики называется нихач. Ну а по-русски гвоздика. И в этом слове я слышу слово гвоздик. И вот здесь, в этой пахлаве, она роль гвоздика и сыграет. В это я фантазирую, вперед забегаю. Зачем? Куда тороплюсь? Ведь там все показывают Да. очень подробно. Все, последняя сеточка. Всё, А вот эти последняя остатки сеточка. куда деть? Вот такой Ну, жалко. козу Вот смотрите, içine. можно так вот сыпать, сказать, снег идет, смотрите. Aha, bunu belə qabladıqdan sonra Вот этот салафан Üzerine- зачем принесли? salafanla bunun üzərini örtürük. Hər tərəfini bağlayırıq. Üzərinə ağır bir yük qoyuruq. Ki bu paxlava da siz dediyiniz kimi bax belə puşisto olmasın, bir-birinə sıxlaşsın. Sıxılsın paxlava bu. Neçə saat? Noç. Ночь. Da. А я так надеялся. Я так думал, что сейчас испечем, я попробую. А нет, оказывается, Надо держать вот теперь ее ночь. накрывают целлофаном. Наверное, раньше накрывали какой-нибудь тканью, я предполагаю, может быть, шелком накрывали. И сверху поставят тяжелый груз, чтобы пахлава спрессовалась. И этот пресс, этот груз должен простояться на пахлаве Целую ночь. целую ночь. Скажите, пожалуйста, Да. и что, я сегодня пахлаву не попробую, да? Так уеду в Москву? А? Нет, попробуйте. Почему нет? Ну что, мне Завтра. здесь надо ждать? Завтra qonaq qalın bizdə. Sabah paxlavanı pişirək yeyək. Вот и попался я в капкан своей любознательности. Теперь придется ждать до завтра. Но у нас телевидение, у нас профессиональное телевидение. Сейчас произойдет чудо. Мы подвинем стрелки часов на 12 часов вперед. Üzərinə belə bir taxta qoyub, bunu da üzərinə ağır bir yük qoymaq lazımdır. Zəfət xanım, а это вы что такое делаете? Kömürdə bişirəcəyik bugün bilicdə Ну, paxlavamızı. хорошо, а зачем эти филейка от яиц? Это, чтобы tez alışsın kömür. Чтобы быстрее разгорелся? Da. Bir gecə qaldıqdan sonra bunu götürürük. Ничего себе! Смотрите, как она утрамбовалась. Ничего себе! Я не ожидал этого. Ну, на самом деле, вот теперь это похоже на пахлаву. Qıraqlarını səliqəyə salırıq. Трамбовать подрезали. он. Да, чтобы И аккуратно. неизбежно часть продуктов ушла в отход. Но что поделать? Если оставить с этими краями, понимаете, не будет красиво. А пахлава все-таки блюдо праздничное. И, немножко потерять, зато получить в итоге прекрасный внешний вид изделия, может быть, оно того и стоит. Bunu mən 2 dənə lineykanın köməyi ilə kəsəcəm. Çünki bunu kəsdikcə bu qalxır. Qalxmasın deyənə, bax. Bacım da mənə kömək eləyəcək. Paralellər kəsirik. Qoyuram ki, bu qalxmasın. Ага. То есть, чтобы это не поднималось, да? Да. Чтобы второй рядом соседний слой не приподнимался, ставятся 2 линейки, и между 2 линеек, а я когда пахлаву нарезаю, мне все время тут задирается, я нервничаю, потом стараюсь там подровнять, подклеить. Вот как надо! 2 линейки рядом поставил, и режешь. Зәфət xanım, это ведро еще с дырками ведро, зачем сверху поставили? Daha asan alışsın deyənə. Разжигается. Вытягивает, да, это? Поэтому вытяжка-то был. Ребята, молодежь, учитесь у женщины, как уголь разжигать. А вы что только не делаете, а? И только вот это надо брать. Əvvəlcədən Что теперь? islatmaq lazım idi.
Шафран. Шафран – любимая азербайджанская специя, о которой я вам рассказывал уже десятки, если не сотни раз. Но все-таки мне интересно, как же сейчас будет использоваться эта маленькая щепоточка шафрана на такой огромный лист пахлавы. Bunu axşam lazımdır belə ıslatmaq. Deyirəm, bunu axşamdan lazımdır ıslatmaq ki, daha yaxşı rəng alansın. Ki, bunu biz bəzəkdə istifadə edə bilək. İndi bir dəqiqə saxlayın. Paxlavanı bəzəyirik. Bəzəməkdən ötürü düz mərkəzi hissəsinə bax belə şafrandan, zəfərandan nöqtələr qoyuruq. По одной точечке, меньше однокопеечной монеты, пятнышко шафрана. Это на каждую пахлаву, да? Да, на каждую. Sonra bunun bura elə bir mixək taxacağıq. Зефат Ханым, Da. а можно взять шафран и написать «Это все для Сталика». Bunun üzərinə Я yazmaq шучу, mümkün шучу, deyil. шучу. Нет. Такую пахлаву. Сколько здесь кусочков получится? Здесь где-то 70. Еще раз? 70. 70 кусочков. Где-то. Пахлавой не наедаются. Пахлава для наслаждения. Каждый должен понимать, что второй кусочек пахлавы имеет точно такой же вкус, как первый. Поэтому один кусочек съели, 2 стаканчика чая выпили, сказали спасибо и давай до свидания. Şafran qoyduqdan Готово. sonra Теперь гвоздика. qvazikaları bax hər iki tərəfindən Baxın, tutub, bax belə içərisinə doğru basmaq lazımdır. Siz də Давайте с той стороны вы начинаете, а с этой стороны я буду Давайте. делать. Договорились? Да. Так получится быстрее, правда? Помогу немножко. Прям туда надо, чтобы зашло, да? Да. Давить надо? David. Вот я пахлаву люблю, а готовить ее не люблю. Когда пахлаву готовишь, спина болит очень. Трудное блюдо. Объясните, пожалуйста, для чего вы уголь раздвигаете, а середину оставили свободной? Qıraqlarını çəkirik deyən. Çünki paxlavanın əgər ortasında da köz olarsa, o zaman paxlavanın ortası yana bilər. Ona görə də bax bunu qırağa çəkirik ki, sadəcə olaraq istilik qıraqdan mərkəzə doğru. Равномерно распределяется, и Яйца. центр не пригорает. Aha. Все. Так, Kömür hazırdır. Paxlavanı kömürün üzərinə qoyuruq. Bax belə. Хитрая. Себе перчатки одела, а меня, говорит, голыми руками оставь на огонь. Yenə də Ладно, közü ничего, biraz ничего, я же мужчина, я могу Qırağa. потерпеть. çəkirik ki, ortası yanmasın. Вы видели, что я использую этот прием и на мангале, когда жарю шашлык? Вам правду сказать, откуда я узнал этот прием? Дело в том, что в первый раз я приезжал в Гянджу в 2008 году. И мы здесь тоже снимали пахлаву, но не такую, а обычную, классическую гянджинскую пахлаву. И там мастерица точно так же распределила уголь. Я даже не спросил у нее тогда, зачем она так сделала. А потом подумал, и до меня дошло. Надеюсь, что теперь и до вас дойдет. Распределение угля в мангале влияет на равномерность пропекания что пахлавы, что шашлыка. Вы понимаете, что в принципе приготовить такую примерно пахлаву, ну, может быть не с речтой, а вот даже обычную, можно и в грилях, которые довольно распространены в России. У многих любителей кулинарии дома есть гриль для приготовления мяса. Точно так же расправляйте уголь, подбирайте подходящую сковородку и пеките пахлаву на углях. Точно как в Азербайджане. Мало масла налили с самого начала. Теперь вот
приподнимаем и подливаем что сюда делать? по краям, Летом, по летом, маленькому. да, поэтому. Ух ты, я здесь все Ничего, смотри. ничего не Не надо было да. трогать, да? Ничего не случится. Ну что, сколько у нас времени ушло на выпекание этой пахлавы? Только выпекание час. И теперь, что нам нужно делать? Мы приготовили этот шербет. Сироп. Шербет, да, сироп называется. Сироп. Это широп. Значит, шербета соотношение 1,5 килограмма здесь песка и 3 стакана гюлав. И 3 стакана розовой воды, 1,5 килограмма сахара. сахар и еще 1 сок лимона. Вы понимаете, для чего необходим сок лимона? Сироп, сваренный вместе с соком лимона, никогда не кристаллизуется. Потому что это называется уже инвертированный сироп. Сироп, да. Понимаете, многие народные повара, может быть, и не знают такого термина, но тем не менее, это химия, которая работает в кулинарии. Что теперь будем делать? Теперь мы будем этот шербетini tükürüp buna. Вот так, с таким. Пропитка сиропом, правильно я понимаю? Да. Ох, не спрашивайте меня, как я спал прошлой ночью. Не спрашивайте меня, как я прожил этот день. Всю ночь, весь день я мечтал, чтобы скорее снова оказаться в этом гостеприимном доме, чтобы, наконец, отведать это потрясающее произведение восточного кондитерского искусства. Дорогие друзья, приезжайте в Азербайджан, приезжайте в этот сладкий город Кянжу. Да, дорогие друзья, Азербайджан ждет вас. Приезжайте в Азербайджан. Приятного вам аппетита! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали.
Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе. Вы их чаще всего лайкали. Вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.